Сегодня у меня для вас офигенные новости, которые меня просто поразили и сразили. Я думаю, вас тоже. Кстати, еще очень мало блогеров говорят об этом. Я нашла информацию, что мирный план Трампа, который якобы уже предоставлен был Украине, то есть Зеленскому, это все только разработка, и якобы это фейк. Разберемся, и я нашла для вас доказательства. Многие говорят, что это точно фейк, а другие говорят, что это полуфейк. Из этого хотели сделать сенсацию. Утечка якобы информации, но и ничего определенного. Это не черно по белому уже предоставлено Украине. И весь мир был буквально обманут. Мы, блогеры, были тоже обмануты. У меня вышло видео, я его, кстати, сняла. Почему я часто не выставляю видео в этот же день, если появляется какая-то информация? Я сначала подожду, потому что часто из информации, из нее делают сенсацию. Но это еще не значит, что эта сенсация подтверждена на 100%. Так, друзья, давайте посмотрим на это мощное обновление по новостям. Начинаем. Поехали! Ребята, сейчас поступило новое экстренное сообщение, которое меня буквально сразило. Речь идет о 28 пунктах мирного плана по Украине от Трампа. Этот план уже 4 дня на устав всех. Многие его обсуждают. И с этих пор вся ситуация очень обострилась. И Трамп заявил, что Зеленский обязан принять этот мирный план. Кроме того, нам говорили, что Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. Кроме того, Евросоюз был в ярости от этих 28 мирных пунктов. Практически, как мы их называют, капитуляция Украины. Нас всех обвели вокруг пальца. Евросоюз говорил, что мирный план – это капитуляция от Трампа, и они этого никогда в жизни не допустят. И в соцсетях уже сейчас дискутировали, какая из сторон победит. То есть, может ли Евросоюз со своим планом, вы же знаете, что Зеленский предоставил свой план, план Евросоюза, поэтому встреча в Турции провалилась, потому что якобы Трамп хотел предоставить свой план, а Зеленский предоставил свой план. Но все это теперь оказывается совершенно не важно. Все по порядку. Я хочу систематизировать, чтобы вы поняли, чему это фейк. Понедельник прошлой недели мирный план первый раз был опубликован. Я говорила, что только несколько пунктов уже якобы были изложены. Но не все. Впоследствии больше узнаем все 28 пунктов. Для меня это не было чем-то особенным, потому что многие документы публикуются уже заранее. И всегда находятся болтуны, которые за деньги сливают тайную информацию. Зарабатывая на этом бабло, потому что это сенсация, и всегда журналисты, блогеры зарабатывают, ясно дело, на сенсации. В среду прошлой недели этот документ со всеми 28 пунктами был опубликован. Был официально передан правительством США, правительству Зеленского. Трамп неоднократно говорил, что это чудесный план, все равно чудесный план для Зеленского, что будет еще хуже. И я уже в одном из видео говорила, что этот план, ясное дело, хуже, чем тот план, мирный план, который был после Аляски. Поэтому Трамп и говорит, если Зеленский будет еще ждать, то через месяц, через 2 месяца мирный план будет и ухудшаться, а не улучшаться. Он будет еще более жестче. А в пятницу вся Европа узнала об этом плане, уже окончательно сошла с ума. И началась новая борьба между Евросоюзом и Дональдом Трампом. Только Россия была и Путин удивительно спокойны, как будто ничего не происходит. И заявили, что они ничего особенного не знают о новом плане Трампа. Хотя нам объясняли, что этот план уже разрабатывался за месяц, за несколько недель, что-то 23 уже октября начал разрабатываться, вместе с помощью России, то есть по соглашению с Россией.
То есть в тандеме с Россией, можно так в кавычках сказать. Однако о плане мира узнали из СМИ. И если он настоящий, то это была бы отличная основа для переговоров. Этот план исходит от совершенно другого человека. Это план посредников, которые находятся где-то посередине, не Трампом. Только какая-то подготовка, из нее сделали огромнейшую сенсацию. Напугав весь Евросоюз зелью. И американцы являлись посредниками и хотели передать его Украине. Это полностью противоречит тому, что администрация Трампа говорит в последние дни. Потому что сам Трамп сказал, что 20-пунктовый план исходит от его правительства и был разработан совместно с русским. Выясняется, что это неправда. Это только такой был маневр испугать Зеленского и Евросоюз. И зарубежный корреспондент Ник Шифрин даже дополнил заявление одного другого сенатора США Андрюса Кинга. Я вам покажу слова Андрюса Кинга. Это один из американских сенаторов. Секретарь Рубио действительно позвонил нам сегодня днем. Думаю, он очень ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, которое было передано одному из наших представителей. Это не наша рекомендация, это не наш мирный план. Там написано, что эти 28 пунктов просто список желаний России. То есть план мира должен не исходить из США, а должен исходить из России. План США содержит многие из давних требований президента России Владимира Путина, в то время как предлагает Украине ограниченные гарантии безопасности. Майк Браун дополнительно сказал, что этот 28-пунктовый план вообще не должен попадать в публичное пространство. Посмотрите сейчас, что я вам покажу. Второй отрывок, где об этом как раз говорится, что это не должно было просочиться. На всех просто обманули. Сейчас он говорит по-английски. Вот американец говорит именно об этом, что этот план, даже не план США, и он не должен был попадать вообще в общество, попасть наружу. Очевидно, этот план сначала должен был передан Украине, чтобы они могли изменить, что-то дополнить или согласиться, прежде чем это все должно было быть обнародовано. И поэтому Украина и Евросоюз так были возмущены. Они об этом даже не догадывались, что нас не проинформировали. Украина пытается играть в теннис, перебрасывая мяч в Москве, обратно нам. И тогда возникает вопрос, что делают Соединенные Штаты в ответ на действия Украины? Означает ли это конец партнерства между США и Украиной? Я считаю, что настоящая опасность здесь в том, что это вызывает разрыв не только между Вашингтоном и Киевом, между Украиной и Соединенными Штатами, но также и между Европой и Соединенными Штатами, между НАТО и Соединенными Штатами, и это может быть действительно взрывоопасно. Это то, зачем стоит следить в течение следующей недели. Многие говорили, этот план был тайно разработан, все это не так на самом деле. Но есть один вопрос. Почему, если этот план не от Трампа, почему Де Венс и Рубио так подробно говорили о своем хорошем плане? Получается так. Все правительство Трампа были сами удивлены, когда все это вышло наружу, решили, что нужно не позориться, использовать этот план как якобы 28 пунктов план по Украине. Сам Рубио час назад в Твиттере появилось следующее. Рубио подтверждает, что все-таки этот план от правительства США, а не от кого-то, от России и так далее. Россия сама говорит, что не знала об этом. Мирное предложение было составлено США. Оно представлено как предложение для переговоров на условиях солидарности, основанное на информации с российской стороны. Но оно основано на поступающей из Украины информации. Это противоречит, что два
сенатора публично заявили в пресс-релизе, то есть в прессе. В Америке существует глубокая внутриполитическая борьба между сторонниками войны и правительством Трампа. Я часто говорила, Америка – это не только Трамп. Многие в Америке заинтересованы в этой войне, особенно военные концерны. В Америке очень много влиятельных лиц, которые всегда хотят войны. Категорически не хотят мира в Украине. У них свои собственные интересы в этой войне. Так же точно, как и что делает Зеленский. И не только Зеленский. Сейчас выясняется все правительство Зеленского. И поверьте, Евросоюз тоже сидит в одной лодке вместе с ними. И тоже имеет свои выгоды. Эти люди, которые сидят в Америке и против мира на Украине, они хотят нанести ущерб имиджу Трампу, потому что они не хотят эту войну. И поэтому возникают вот такие скандалы. Это, в принципе, скандал, чтобы добиться отстранения от власти Трампа. Хотят показать Трампа невменяемым. А невменяемого президента легче управлять, чем импульсированно эмоционального Трампа. Мы знаем всем предыдущий президент Америки, который уже часто падал, был не в себе. Конечно, им легко было руководить. Трамп не марионетка, он принимает сам решения. Теперь мы можем видеть, как американские элиты публично разрывают друг друга. То же самое, что сейчас мы имеем в других странах мира. Например, в Киеве то же самое происходит. Я имею в виду политики. Один наговаривает на другого. Тимошенко скинтовался с Порошенко, объявляя правительство Зеленского недействительным. И выясняется, что борьба, которая происходит за власть в Америке, теперь происходит публично. Поэтому мы часто видим колебания Трампа, которые для нас часто выглядят иногда невменяемые. Все это происходит из-за внутриполитической борьбы, а не потому, что Трамп все так хочет. И я уверена, если бы Трамп, вот кто бы мне что ни говорил, все равно я считаю, и видя, что сейчас творится, что если бы Трампу дали полную возможность закончить эту войну, он бы закончил. Но давление на него огромнейшее. Других американских элит. Все это теперь будет, вот этот вот скандал будет иметь огромнейшие последствия для Америки. Трампа хотят превратить в идиота. И пока в Америке сейчас летят искры, Путин может спокойно продолжать свою военную операцию и выигрывает время. Завоевывает следующие 100 квадратных метров. В это время, когда весь мир отвлекают вот такими фейками. Итак, друзья, кроме того, я проверила все это в искусственном интеллекте и спросила, фейк это или не фейк. Первое, что они говорят. Этот документ якобы существует, и его публиковал Гончаренко, украинский депутат Гончаренко. Серия крупных СМИ подтвердила якобы подлинность этого. Но это не подписанный договор, это рабочий черновик. Второе, что в этом плане? Первый, самый главный пункт, это Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Это черновик. Причем это должны украинцы не просто на словах подтвердить, что они не хотят в НАТО, это должно официально подтверждено быть Конституцией. Далее, украинскую армию, украинское правительство обязано сократить 600 тысяч человек. В документе стоит: Крым остается России, часть Луганской и Донецкой области. Речь идет о том, что Украина соглашается на потерю этих территорий. Кроме того, там стоит, что нападение на Россию невозможно вместе с Украиной и европейскими странами.
Также в этом соглашении стоит, что Украина после подписания этого, действительно подписания, потому что это только черновик соглашения, в течение 100 дней должно провести выборы президента. В этом документе стоит, что восстановление Украины будет проведено за счет замороженных российских активов, а Россию вернут в формат G8. План предусматривает передачу Украины территории России, чего Зеленский неоднократно исключил. Это сокращает размер его армии и блокирует путь к членству в НАТО. Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет получить ответ от Зеленского по плану к четвергу, но говорит, что возможна отсрочка для окончательного согласования условий. Почему многие называют этот план пророссийским? Потому что Украина все эти главные, которые я вам перечислила, соглашения принять и подписать. Этот документ не фейк, это реальный документ, но он еще не доработан, не подписан. Просто просочившийся проект от Трампа, который он хочет развивать и продвигать. Еще только продвигать. Вот такие у нас факты. Я сообщила вам важные новости. Подписывайтесь, ставьте лайк. Заходите на мои новые видео. Всем добра, хорошей недели. С вами была Эрика, Берлин, Deutschland. Пока.